Мыслеформы диссонанса. Импланты, импринты, электричество, электромагнитные устройства. Диссонанс противоположен единству и синтезу модуляции творения. При диссонансе для вас перестает быть возможной гармония. Она необходима для объединения всех модуляций, поскольку их согласование может идти только в состоянии гармонии и покоя. Если наличествует диссонанс, модуляции не могут согласовываться и синтезироваться, и целостность утрачивается. Чтобы быть достаточно гармоничным и начать синтезировать энергетическое поле, любому возносящемуся виду необходимо вместить как минимум 3000 звеньев ДНК. Во взаимодействиях между людьми диссонанс создан электричеством, ставшим основной формой энергии, на которую они полагаются. Когда-то давно, в вашей человеческой истории, аналогичный тип диссонанса возник при использовании радиоактивных устройств, очень похожих на электронные штучки, которые опять полюбило человечество. Как видите, история не нова, а просто бесконечно повторяется, если урок не усвоен с первого раза. Радиоактивные устройства вызвали достаточный диссонанс, ставший причиной падения человеческого сознания на протяжении 15-тысячелетнего периода и приведшего к межконтинентальной войне. Последовавшие взрывы ядерного оружия стали причиной падения всех видов на Земле. Поэтому, возносящимся рекомендуем, насколько это возможно, убрать из своей жизни подобные устройства. В противном случае, постоянное присутствие электрической энергии будет мешать вознесению, и тем более, попытки помочь другим вознестись могут вызвать болезнь. Телевидение и другие электронные устройства оказывают аналогичное воздействие. Поэтому посвященные воздерживаются от электронных приборов, возможно, за исключением использования в редких случаях портативного компьютера или телефона. Это не означает, что подобные приборы невыгодны человечеству, поскольку, не помня о сновидении, вам необходимо услышать информацию на физическом плане, чтобы ее вспомнить. Для этого необходимо активировать врожденную способность ментального обмена информацией, телепатию, яснознание, ясновидение. Необходимо раскрыть способность удерживать информацию в памяти, записывая ее на магнитно-физические и энергетические носители. Если бы вы могли телепатически общаться со всеми людьми, зачем понадобились бы телефон и электронная почта? Вы могли бы вспомнить многие встречи и занятия, происходящие в сновидении, если бы не утратили многую часть своего сознания. И одной из причин утраты сознания является постоянное использование человеческим видом электрических устройств, так же как в прошлые времена радиоактивных устройств. Электричество оказывает воздействие, аналогично радиоактивному, усиливая ваше бессознательное и делая вас менее сознательными. Существуют формы энергии, поддерживающие энергетический поток гуманоидов. Они являются магнитными и могут использоваться для насыщения энергией вашего мира. Однако, большинство людей слишком эгоистично и закабалено мысли формы накопительства, чтобы разрабатывать подобные устройства, что практически, еще раз, приведет к абсолютной утрате человечеством всякой электрической технологии. Это уже происходило дважды, и поскольку человечество не обращает внимания на изменения, происходящие с полярностью на планете, видимо, произойдет еще раз. Человечество слишком бессознательно, чтобы различить надвигающиеся изменения и произвести необходимые перемены во избежание этого явления. Поэтому, возносящимся нужно будет разработать новые формы технологии, поддерживающие Землю, и человеческую форму, способствующей сознанию,
здоровью, благосостоянию формы и всей планеты. Такие устройства будут разработаны только тогда, когда люди, в процессе собственного вознесения, войдут в состояние биологического единства. Сама мыслеформа, используемая для разработки подобного оборудования, может возникнуть только после преодоления старых стереотипов мыслеформ и электрических привычек. Поэтому в качестве ближайшего опыта, человечеству предстоит много столетий полной траты всякой технологии. Когда электрические вибрации трансмутируются на уровне достижения состояний бодхисаттвы, человеческая форма перестанет удерживать электричество в какой бы то ни было клеточной структуре или нервной системе. Наступит вновь обретенное состояние внутреннего покоя и срединности, а диссонанс в значительной степени останется в прошлом. Радиоактивные вибрации трансмутируются во время посвящений, ведущих к 36 тысячам звеньев, или состоянию полного сознания. По мере приближения Земли в своем планетарном энергетическом потоке к полному магнитному состоянию, все больше будет ощущаться нехватка электроснабжения, и начнут возрастать перебои с электричеством. Электрическая мыслеформа основана на ростовщичестве, собственничестве, обладании, накопительстве, жадности, нищете, виктимизации, злоупотреблении и абсолютном уничтожении. Совершая вознесение, посвящаемые должны изучать в своем сознании эту мыслеформу и бессознательное порождение стереотипов. Указанная мыслеформа, фактически, стала генетической. По мере преодоления генетических мыслеформ, биология, со временем все больше начнет строиться на единстве. Внутреннее изучение, самонаблюдение и стремление рассмотреть все стереотипы является неотъемлемым условием пути вознесения. Без стремления изучить все эти мыслеформы, вам будет трудно преодолеть и трансмутировать основанную на электричестве парадигму, в которой сейчас существует человечество. Коллективному человечеству необходимо начать высвобождать из тонких тел электромагнитные устройства, которые зацикливают воплощение на мыслеформу, основанную на полярности и страхе. Эти электромагнитные устройства можно увидеть на пересечениях главных и малых меридианов формы. Они используются для постоянной откачки жизненной энергии в меридианах и энергетической решетке. Там, где есть такие устройства, в них также существуют вращающиеся мини-меркабы. Там, вместо меркаб, должна быть установлена трехсферическая чакровая модель. Как отделять себя от таких электрических механизмов? Мы нацеливаем вас на реализацию процесса удаления электромагнитных устройств из ваших тонких полей и изменения энергетического потока меркабы на трехсферический энергетический поток в каждом узле меридианов. Вы можете увидеть, что для выполнения этой задачи вокруг вашего поля находятся магнитные шарики, выталкивающие названные устройства из ваших тонких тел. Всего должно быть 6 групп трехсферических шариков, по одной на востоке, западе, севере и юге, сверху и снизу всех тонких тел. Мы предполагаем, что на выталкивание из ваших полей данных устройств может уйти от 3 и более месяца, и для участия в этом процессе требуется вместить уровень бодхисаттвы и открыть центр сострадания. Электромагнитные устройства замкнуты на мыслеформу полярности и, следовательно, являются ее командным центром. С удалением этого центра становится гораздо более легким высвобождение в каждой форме всех остающихся наследственных генетических стереотипов. Остается посмотреть, какой эффект это окажет или не окажет на ваше индивидуальное вознесение
Однако открывающиеся возможности имеют целесообразную основу для этого. Тройная сфера настолько эффективнее в выработке и поддержании энергии, что подобные процессы через 90 дней вызовут общее повышение жизненной силы в форме. Это, в свою очередь, позволит вам быстрее повышать вибрацию и, следовательно, ускорить темпы индивидуального вознесения. Упомянутый процесс внедрения трехсферической модели в форму аналогичен тем, что в настоящее время уже идут на Земле, в вашей Солнечной системе и возносящихся 12 и 18-мерных звездах. Мы хотели бы углубиться в рассмотрение кармы появления подобных устройств в человеческой форме и на Матери Земле. Трехсферическая модель создает только магнитную среду для движения энергии в тонких телах гуманоидной формы, царств растений, животных и минералов, или в тонких телах планеты или звезды. Использование электрической энергии, наряду с магнитной, прямо связано со скрещиванием углеродных и кремниевых видов жизни и их энергетических сигнатур. Как мы указывали, энергетическая сигнатура кремниевых видов – андромедианцы, питагорианцы, плеядианцы, серые, рептилии – представляет собой энергетический поток Меркабы, и для существования нуждается в электрическом токе. Гуманоидному виду нашего творения предназначался энергетический поток в виде трехсферического движения, поддержанию которого нужен был только магнитно-энергетический поток. Генетическое смешение человека с вышеуказанными видами породило то, что вы имеете сегодня – электромагнитно-энергетический поток. Электрическая часть электромагнитного энергетического потока служит причиной смерти углеродной формы жизни. Она убивает клетки и иссушает молекулярную структуру, то есть дает молекулярной структуре больше энергии, чем та может выдержать, что ведет к сгоранию и прекращению вращения. Поэтому части вашей формы, более всего содержащие кислород или относящиеся к первоначальному гуманоидному виду, в электрических токах электромагнитной энергии начинают погибать. В то же время, части формы, содержащие кремний, также начинают гибнуть, так как магнитно-энергетический поток не дает такой молекулярной структуре достаточной энергии для поддержания потока. Вы можете видеть, какая трудная запутанная ситуация возникает при переплетении нерезонирующих систем, явным результатом чего являются смерть, распад и болезни. По данным анализа высвобожденной генетической кармы наших каналов, и некоторых из тех, кто возносится, такие сущности, как Сананда, Солярис, Будда, Шива, Рама, Тот, Яхве, Мельхиседек и Вольтайр, основываются на электричестве. Все они произошли вне вашего творения. Все они заякорили электрические вибрации, разрушившие истину вашего творения, и послужившие многократным падением сознания на много измерений, наряду с войнами, терроризмом и распадом. И это не зависит от того, намеренно или нет, принесен им этот вред. Это является фактом и следствием смешения двух несовместимых энергий. Каждому посвящаемому на пути своей эволюции необходимо оценивать, какие контакты поддерживают его стремление вознестись, а какие – нет. В какой-то момент все электрические взаимоотношения должны быть полностью прекращены, или намерение вознестись просто не будет выполнено. Все формы различны, каждая душа отличается от другой, и все они имеют собственные цели на Земле. Научившись полагаться во всем, что делаешь, только на свою душу, вы не только пребываете в границах своей уникальной истины, но также выполняете и свою уникальную духовную миссию.
Мы советуем всем посвящаемым на пути своего индивидуального вознесения призывать для руководства и целительства только свое собственное «Я есть», свою собственную высшую душу, свой собственный исток. Новая космическая иерархия просит всех электрических сущностей возвратиться в их первоначальные творения, чтобы восстановить это творение для вознесения. Таким образом, в наступающем столетии, каждая человеческая форма и существо на Земле, в процессе вознесения, перейдут от электромагнитного источника энергии, исключительно к магнитному. При вознесении, вы высвобождаете нерезонирующую генетическую структуру и материал, и вмещаете новую, магнитную структуру, на основе изначальной светокопии для гуманоидной формы. Основа этой светокопии стопроцентно углеродная. Делать это надо постепенно. Нужно, чтобы в определенной точке эволюционного процесса ушел весь энергетический поток, основанный на электричестве. Необходимо реализовать все процессы по устранению любого электрического потока на уровне 5000 единиц ДНК. Земля, Солнечная система и две связанные с ними звезды в настоящее время аналогичным образом вмещают систему на основе углерода и убирают систему на основе кремния. Последовательность изменений, происходящих во всех возносящихся формах, независимо от измерения, почти идентична. Леди Реза первой применила трехсферическую модель в своих воплощениях на Земле и в 18-м измерении. Эта модель, успешно облегчающая трансмутацию электрического энергетического потока и восстанавливающая разрушение, принята всеми возносящимися сейчас формами жизни, построенными на углероде. Мы также полагаем, что другие планеты и звезды, в основе которых лежит кислород, например, Сириус, также вместят трехсферический энергетический поток. Это разрешит дилемму, с которой вы сталкивались в своем вознесении, дилемму неполного вознесения. С трехсферической моделью вырабатывается достаточно энергии для интегрирования всего своего бессознательного, чтобы избежать проблемы оставления какой-либо своей части, или неполного вознесения. При вознесении Сириуса А и Б и Арктура, сочетание электрической и магнитной энергии создало условия, когда поток энергии был в лучшем случае нестабильным. Нестабильность потока не способствует наращиванию энергетического потенциала, необходимого для вознесения, а недостаток энергии требует, чтобы соответствующие виды и их планеты отстранили и оставили свои неинтегрированные части. Оставленные, конечно же, части их бессознательного. Предполагается, что после вознесения Земли, вашего Солнца, и связанных с ними 12 и 18-мерных звезд, трехсферическая модель будет принята всеми остальными живыми видами в вашем творении. Это положит конец диссонансу, столь распространенному в вашем творении на протяжении многих эонов времени. С уходом диссонанса наступит гармония. Мы предполагаем самый радостный и быстрый возврат к свету и целостности сознания всего вашего творения. В этом заключается цель вмешательства Тао, частью которого является каждый из вас. Цель – установить гармонию, чтобы возврат к ней стал возможен для всех форм жизни в вашем творении. Когда это произойдет, путь разрушения, которым сейчас идет ваше творение, обратится вспять. Сочетание двух нерезонирующих энергетических источников не дает выхода из определенной системы убеждений или согласованной реальности на любом плане реальности, в которой такие источники преобладают. Присутствие электрической энергии в генетике, основанной на магнетизме, вызывает уплотнение энергии, то есть понижение, спад вибрации. Аналогичным образом,
Магнитная энергия в энергетической структуре на основе кремния также вызывает спад. Такие виды, как серые, альберионцы, андромедианцы, питагорианцы и рептилии, также могут начать устранять спад путем изменения своей генетики, полностью освобождая ее от магнитного энергетического потока. Вот почему между видами идет обмен информацией, и так много существ из многочисленных измерений присутствует сейчас на Земле для наблюдения. Ваше решение, возможно, подскажет им, как решить собственную похожую дилемму. Мы полагаем, что когда Земля освободится от потока электрической энергии и полностью перейдет к магнитному потоку, она больше не будет пригодна для обитания некоторых видов, наблюдающих ее сейчас, особенно имеющих кремниевую структуру. В указанное время мы ожидаем уход этих наблюдателей, поскольку их формы начнут быстро гибнуть. Это также положит конец многочисленным похищениям и экспериментам, которые продолжают осуществляться над бессознательным человечеством. Многие наши читатели знакомы со смешением генетики серых и рептилий с человеческими существами. Природа серых и рептилий – электрическая. По существу, белая раса является смешением человеческой ДНК из Атлантиды, которая уже была смешением плеядианской и человеческой ДНК со штаммами ДНК серых. Еврейская раса явилась результатом смешения определенного штамма ДНК расы серых и майя. Японская и китайская расы получились в результате смешения ДНК атлантов с двумя другими штаммами генетики рептилий. Черная раса является результатом смешения ДНК атлантов с расой, известной как черные ассирийцы, являющимися изначально больше магнитными, нежели электрическими. Таким образом, черная раса, в действительности, обладает копией первоначальной светокопии, более близкой к магнитной генетике, чем большинство белых рас на Земле. При таком генетическом смешении, для представителей белой, еврейской, японской и китайской рас, протекание электрической энергии через поле увеличилось в равной мере. Это привело к равному сокращению продолжительности жизни в наши дни, до 60-90 лет, наряду с увеличением уровня заболеваемости и распада человеческой формы. Это генетическое смешение повысило также уровень боли, гнева, страха и стыда, в которых живут эти люди. Это уводит нас к другой теме, которую мы рассмотрим далее, в других статьях. Суть ее в том, что андромедианская раса, плеяды, серые, рептилии и черные ассирийцы воевали друг с другом на протяжении эонов времени. Войны современных человеческих форм между собой являются следствием этой генетической памяти, бессознательно сохраняющейся между расами на Земле. Когда человечество целиком вознесется, вся эта бессознательная карма будет трансмутирована, делая мир на Земле реальностью жизни. Когда воплощается генетика для вознесения, генетический материал всех электрических источников, будь то андромедианцы, плеядианцы, серые или рептилии, постепенно трансмутируется в исключительно магнитную систему. Существуют электрические устройства антиматерии, собирающие энергию и информацию, продуцируемую электрическими мыслеформами человечества, и переправляющие их в другие творения, например, на бета-сети, или бета-ретикула, являющиеся домом трехмерного вида, называемого рептилиями, и пятимерного вида, известного как питагорианцы. Здесь мы хотели бы коснуться темы электронных устройств, применяемых в настоящее время человечеством. С 90-х годов началась реализация масштабного плана по внедрению нанокремниевых технологий, включая чипизацию биологических тел живых существ. Так, постепенно, мысли формы необходимости, в кавычках,
чипирования животных, перешла в плоскость целесообразности чипирования людей. Этот проект, с особым усилием темными силами, продвигается в настоящее время. Людям рассказывают о будущем, где у каждого есть удобный, многофункциональный, имплантированный чип, с помощью которого они могут одним лишь прикосновением управлять техникой, открывать двери, распечатывать документы. Перспективные хакерские биоинженерные технологии стали в современном обществе ведущим трендом и одурманили головы многих людей. Обратите внимание, какое количество фантазеров с восторгом устремилось в эту сторону. Сегодня это устройство имплантируется под кожу, в руку, а завтра – в голову. Проект Илона Маска успешно испытал мозговой чип для связи с компьютером на обезьяне, на очереди люди. В планах Илона Маска чипировать всех без исключения людей мозговыми чипами. Компания Синхрон получила разрешение на клинические испытания мозгового чипа на людях. Первый чип для связи с компьютером уже имплантирован в мозг человеку. Сегодня компания внедряет микрочипы своим сотрудникам в рамках собственной системы контроля доступа и безопасности. Внедряется возможность использования таких имплантатов у спортсменов с целью борьбы с допингом, в виде паспортов гражданства, вакцинации, поиска, контроля и ложной безопасности граждан. Мы видим надвигающуюся волну натиска сил, упорствующих в своем сопротивлении вознесению человечества и Матери Земли. Мы хотели бы предостеречь человечество от шага движения навстречу этому. Мы хотели бы, чтобы каждый из вас убрал любые соглашения и молчаливое согласие по внедрению электрических устройств в ваши биологические и энергетические тела. Любые соглашения о передаче своих энергий и мыслеформ этим видом. Мы также просим вас высвободить имеющиеся у вас электрические устройства и меркабы, относящиеся к разрушению. Передача ваших энергий другому виду других творений является актом причинения вреда Матери Земле и всему человечеству, искажает, разрушает сигнатуры магнитного языка, позволяющие общаться на основе единого сознания и любви. Как только вы преодолеете этот стереотип в себе, Мать-Земля сможет руководить вами, для помощи по устранению этого оборудования в тех регионах, где вы проживаете, или куда можете поехать. Такие же механизмы растворяются октавами любви, языка света и языка единого. Любая трехмерная мыслеформа, религиозная, гуманистическая или личные убеждения, замкнуты в рамках современной электромагнитной структуры. Есть люди, одаренные способностью пропускать через свое поле электрическую энергию, посредством установленных энергетических имплантов, которые они бессознательно используют для постоянного программирования человечества, подобными мыслеформами. Это программирование происходит, поскольку для подпитки таких мыслеформ на Земле находится в распоряжении большое количество источников электрической энергии. Когда в ближайшие десятилетия эти источники начнут сходить на нет, соответствующее программирование сократится, и в конечном счете, прекратится вообще. Только таким образом становится реальной возможность массового пробуждения и установления в человеческом сознании новой парадигмы единства. Мы хотели бы детально рассмотреть особенности того, каким образом отдельный человек может бессознательно транслировать чужую мыслеформу в результате бессознательных соглашений, например, с гуру, учителем, или любой другой группой. В качестве примера возьмем одного из присоединившихся. Он приступил к преподаванию, но смог набрать всего лишь несколько слушателей. Несмотря на то, что он имел приятную внешность и был одаренным педагогом, выявилось,
что он был очень способен к проведению электрических токов через свою форму. Это разрушало как его собственную форму, так и форму его слушателей, быстрее, чем шел процесс вознесения, и привело к возникновению определенных физиологических проблем. Далее выявилось, что он бессознательно заключил соглашение с гуру, обширной религиозной электрической группой Раммы, с которой по жизни был какое-то время связан, транслировать их программирование по всей Земле. Эти программы находились в противоречии с его текущей истиной, что привело в замешательство пришедших к нему людей, решивших далее не посещать его семинары. Каждому из вас мы также рекомендуем заглянуть в себя и посмотреть, была ли или есть у вас какая-то другая организация, или гуру, или мыслеформа, на ретрансляцию которой у вас есть бессознательное соглашение. Освободившись от этих соглашений, выраженным намерением к этому, вы начнете транслировать только собственную истину. Это необходимо для выполнения задачи теми, кто был посеян, чтобы найти вас. Мастер Вознесения стремится предоставить пространство, чтобы решившие продвигаться в своем вознесении, могли иметь возможность достичь более полной вибрации, в условиях руководства и тщательной проверки. По этой причине, скрупулезность применяется ко всем мастерам, настолько, что отслеживается каждая мысль, для определения, насколько точно они идут по узкой тропе успеха, ведущей к вознесению. Возможно, вы не желаете, чтобы вас так вели. Мастера допускают это, поскольку понимают, что ни один другой путь не позволит вознестись в требуемые сжатые временные рамки. Для роста требуется определенный уровень разногласий, чтобы проходимый урок стал более ясным. Выше минимального уровня, требуемого для обучения, разногласия становятся все более раздражающими. Сильное раздражение – результат того, что очень высок уровень фантазии. Чтобы усвоить урок, прорвавшись через завесу фантазии, последний создает необходимость усиления разногласия. У большинства посвященных, фантазии связаны с вознесением, кармой, познанием, и даже стремлением изменить фундаментальные убеждения, что и позволяет фантазии существовать. Фантазия создает видимость вознесения, в то время как вы держитесь аспектов осуждения, соперничества и исключительности. Пока осуждение и соперничество во всех своих нарядах не будет удалено из воплощения, недостаток гармонии будет очевиден. Более того, само бессознательное и, возможно, иногда сознательное, выражающееся внутри коллектива, в жалобах на других, будет продолжаться, пока соперничество не будет исцелено полностью. Естественным результатом стремления к соперничеству является разобщенность и изоляция. Это происходит, когда энергия соперничества возвращается к вам, чтобы ваша собственная энергия уводила вас от гармонии в сообществе. В фантазии вы представляете, что с вознесением лично у вас дела обстоят хорошо, а то, что не так, это проблема чужая. И им нужно выровнять свой процесс. Прежде всего, фантазия – результат неспособности чувствовать, питаемая фоновыми электрическими шумами, в которых существуют физические формы. Электрическая природа такой фантазии гарантирует разобщенность, поскольку не может возникнуть контакт с реальными ощущениями тела. Мы доводим эти стереотипы до вашего сознания сейчас, поскольку очистить их позволит особый характер магнитной энергии. Данное очищение необходимо, потому что ваша природа состоит, прежде всего, в мировом служении. Очищение должно быть проведено в целом, в каждом, и группе, поскольку сейчас у человечества нет возможности энергетически устойчиво поддерживать Землю.
Невозможность устойчиво функционировать является прямым результатом самонадеянности, связанной с соперничеством и разобщенностью, подпитываемыми фантазией. Вознесение – не легкий, а трудный путь, потому что необходимо в этом направлении трудиться. Заявлять обратное было бы ложью. Многие люди находятся в плену фантазий или иллюзий, что они возносятся, и руководство, за которым они следуют, неким образом, дает ложное убеждение своим подопечным, что самим им ничего делать не надо. Дорогие, никто, кроме вас, не может трансмутировать вашу биологию. Для этого необходимо абсолютное действие каждого посвящаемого, стремящегося к вознесению. Скажем честно, время уходит, и через несколько лет его уже не будет, чтобы попытаться проложить мостик от двух звеньев ДНК к уровню бодхисаттвы, и при этом вознестись, а не заболеть. Когда Земля выйдет за пределы электрических частот, с которыми взаимодействует человечество, электричество будет взрываться в человеческом поле, блокируя меридианы. Это приведет к болезням, и те, кто не возносится, просто погибнут. Причина заключается в том, что электрическому току, проходящему в воде и других элементах, некуда больше будет направиться, как только в тех, кто находится с ним в резонансе. Очищение от электрических диссонансных стереотипов является условием, позволяющим каждому продолжить вознесение. Планетарное воздействие электрических стереотипов и связанного с ними вреда слишком велико у людей с такими мощными полями, как у вас, у посвященных. Электрические существа, распространенные на плане Земли, сделали особый вызов вам, как возносящимся существам. Этот вызов заключается в том, чтобы преодолеть электрическую мыслеформу. Для контроля и манипулирования нужен разрыв сообщения между телом и душой. Есть люди, способные использовать в этих целях электричество. Если вы заметите, что это случилось с вами, очистите свою карму с этим человеком, уберите стереотипы, позволившие разорвать связь с душой, и восстановите ее. Вы обнаружите, что подобное вмешательство происходит, когда вам нужно кому-то передать сообщение, которое на каком-то уровне тот не хочет слышать. Электрическое программирование и использование электричества для обрезания связи между телом и душой – вот две главные стоящие перед вами проблемы. К тому же, избавление от имеющейся электрической природы, чтобы стать исключительно магнитным, представляет собой еще один вызов. Выясните, не являетесь ли вы передающей станцией для электрических программ, и не имеете ли бессознательных стереотипов, касающихся использования электрических программ вами или другими. В своей генетике подобные стереотипы найдут многие. Все это можно убрать с помощью периодически выражаемого намерения. Периодически проверяйте, все ли такие стереотипы трансмутированы. В настоящее время, для того, чтобы стать исключительно магнитным, требуется вместить состояние бодхисаттвы. При дальнейшем продвижении Земли к исключительно магнитному состоянию, количество информационных единиц ДНК, необходимых для этого человеку, будет уменьшаться. В итоге тело, прошедшее 1024-е посвящение, будет способно удерживать чисто магнитное состояние. Отсюда можно сделать вывод, что многие процессы, над которыми вы так много сейчас работаете, будут проходить легче, потому что Земля сможет им помогать. Вы сами вызвались быть первыми. Постоянное стремление удалить из своего поля все электрические устройства,
независимо от вашего вибрационного состояния. Это непременные условия для полного очищения вашей формы. Одним из способов ускорения темпов очищения от электричества является использование 3 сферических магнитов для удаления из тел электрических устройств. Такое намерение должно быть постоянным, пока процесс не завершится полностью, на что у вас может уйти много месяцев. Каждый, кто выражает к этому намерение, постепенно высвобождает, разрывает шнуры привязанности, которые простираются из эфирного тела в механизированную грезу, и заново ткет в эфирном теле энергетическую решетку, отделяя себя в достаточной степени, чтобы войти вместе с Землей и своей душой в новую магнитную вращательную грезу. Такого рода внутренняя работа требует концентрации. Намерение – это не только неотъемлемая часть реалий, но также и непрерывная концентрация на перемещение энергии таким способом, который позволяет освобождать от механизмов следующую прослойку шнуров и заново ткать следующий уровень энергетической решетки, имеющий к ним отношение. Это требует отказа от занятий, которые создают препятствия концентрации вознесения, поскольку занятие, окруженное обилием электричества, может создавать еще больше шнуров привязанности уже к другим механизмам и выводить человека из восходящей грезы в грезу вымирания. Потому что в грядущие времена очищения рептильная и плеядианская грезы приведут к вымиранию всех связанных с ними родословных на Земле. Поэтому, если человек продолжает настраиваться к такой грезе, то вымирание станет неизбежным результатом жизни. В связи с этим, возносящийся посвященный желает настраиваться только к восходящей грезе, разъединяясь с механизированной грезой от чужих творений, и входя в магнитную грезу Земли, которая в это историческое время поддерживается солярным и великим центральным Солнцем. Настройка к солнечной грезе, или грезе великого центрального Солнца, требует для данной задачи соответствующей генетики. Необходимо иметь генетику, которая произошла в этом творении. Поэтому многие не подходят для данной работы вознесения, и бесполезно пытаться тянуть их за собой по пути или делиться этой информацией, которая все равно не будет воспринята ими, ибо это не их истина. Находясь в процессе очищения своего существа от электрической природы, вы обнаружите, что таковая в других будет вас меньше беспокоить. Насколько вы сможете убрать мысли формы, касающиеся электричества, и вреда, который оно может причинить, настолько вы становитесь невосприимчивым к таким вещам. Такой иммунитет возможен, когда вы удалили механизм, посредством которого электричество может нести разрушение. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути вознесения. Каждый может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Благодарим и благословляем вас на вашем пути восхождения.